Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами, друзья, уделим внимание вещам, предметам, которые не должны быть в вашем доме ни в коем случае. Потому что когда вы будете иметь такие вещи в доме, то в вашем доме никогда не будет достатка. Поэтому, просмотрев это видео, примите, пожалуйста, меры. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующие волшебные слова. Мои двери открыты для денежных возможностей, и я, ваше полное имя, приветствую их с открытым сердцем. Истинно, да будет так, и Вселенная быстрее вас услышит. Вы знаете, нас всех без исключения окружает такой мир, который пронизан невидимыми энергетическими нитями. Эти потоки энергии могут так гармонизировать окружающее пространство, так и нести в себе разрушение. Многие вещи, которые нас окружают, которыми мы пользуемся ежедневно, обладают особой и собственной энергией, которая может приносить нам как благо, так и отнимать очень важные жизненные силы, что негативно скажется на многих сферах деятельности. Каждая вещь, которая находится в нашем доме, по-разному оказывает воздействие на наше здоровье, на наше биополе, соответственно, на настроение и на энергетические каналы, которые мы имеем. Чаще всего вещи, предметы, которые отнимают энергию, вызывают у нас негативные эмоции и притягивают потоки негативных энергий. Если так происходит, то на это нужно обратить особое внимание, так как это один из основных признаков того, что от них нужно как можно быстрее избавиться. Любая из вещей обладает энергетикой, и от того, какая она, во многом зависит и атмосфера нашего дома, здоровье и настроение всех, кто с вами живет. На протяжении ряда лет наш дом наполняется уймой самых разных, разнообразных вещей и предметов, от тех, чем мы пользуемся в своей ежедневной жизни, до тех, которые украшают его, создавая определенный интерьер, который наполняет дом уютом и теплом, а также и тех, которые просто лежат без дела. Наши предки знали и передали нам по наследству учения, какие вещи стоит в доме держать, а какие нет, что из какого материала должно быть сделано. Это очень важная информация, ведь иногда по незнанию мы приносим в дом вещи, предметы, которые портят энергетику, пространство в нашем доме. Одни из них – это магнит для позитива и светлых энергий, другие же для грусти, апатии и негатива. Энергетический вампиризм присущ многим предметам обихода. Мы каждый день пользуемся ними и тем самым допускаем большую ошибку. Со временем такие вещи, накопив в себе еще больше негатив, так как негатив притягивает негатив, начинают отдавать его окружающим их людям, внося в их жизнь проблемы. Не всегда люди понимают, что с ними происходит, почему не удается выспаться, почему преследует плохое самочувствие, слабость, мигрень, агрессивность, раздраженность по отношению к родным людям, с которыми живут под одной крышей. Постоянно преследуют неудачи, многие из них сказываются на материальном и финансовом благополучии. Итак, что же представляют вот такие вещи, от которых стоит держаться подальше, чтобы не наполнять дом негативом? Как вы уже догадываетесь, таким вещам не место в вашем доме, поэтому от них нужно избавляться как можно быстрее. И ведь такое опасное соседство может закончиться даже плачевно. Часто под видом подарка в наш дом попадают подклады, о которых мы не догадываемся, не ощущаем их сильный негатив, ведь они содержат в себе одни из самых сильных разрушительных энергий. Их обычно приносят в ваш дом недоброжелательные к вам люди, завистники, чтобы навредить вашему счастью, принести вред благополучию. Это могут быть и мягкие игрушки, в которые будет вшит небольшой кусочек, небольшой мешочек с чем угодно. Это может быть земля, волосы, кости и так далее. Может быть заговоренная вещь, такая как постельное белье, подушка, скатерть. Одновременно с этой вещью подкинут и ржавый гвоздь, иголку, проволоку. Когда вы будете ней пользоваться, она будет разрушать ваше биополе.
Такие предметы нужно искать в труднодоступных местах. Когда вы что-то найдете из таких предметов, нужно их не трогать голыми руками. Подумать также, кто мог это сделать и с чем данный предмет к вам попал, после чего от него нужно избавиться, соблюдая правила. В таких случаях вашими помощниками будут огонь и соль. Также не место в вашем доме и другим сомнительным подаркам, такие как неожиданные презенты, которые подарены людьми, которые не проявляют к вам симпатию. Так и знайте, что они таят в себе негативную энергию. Старайтесь, если чувствуете подвох, и вовсе отказаться от такого подарка. Если нет возможности, не берите его голыми руками. Попросите положить на стол, при этом обязательно поблагодарите, а про себя скажите такие слова: «То, что в себе таишь, в свою жизнь я не принимаю. Отгоняю и хозяину обратно возвращаю». Если человек, который подарит предметы или подарок, который неприятен вам, вы считаете его нечистосердечным человеком, то из таких рук любой подарок будет вампиром. Он, попав в дом, будет поглощать не только вашу энергию, но и всех тех, кто рядом с вами. Происходить это будет до тех пор, пока вы от него не избавитесь любым путем. Отдадите, будете продавать его, все что угодно, но только вынесите его из вашего дома. Такой подарок может лишить жизненных сил, удачи, счастья, радости, денежной энергии. Итак, какие еще вещи и предметы могут нанести вам большой урон и беду? Вещи и предметы, которые напрямую связаны со смертью. Они обладают не только разрушительной, но и мертвой энергией. Это кости, это рога, черепа, шкуры животных, чучела птиц. Многие сейчас увлекаются предметами одежды, головными уборами, даже носками, где нанесены логотипы смерти, черепа, скелеты и так далее. Энергетика этих вещей не несет ничего хорошего. Их нужно остерегаться, дабы потом не жалеть о таких поступках. Ни в коем случае с такими вещами не должен соприкасаться и ребенок, так как его биополе слабое, и данная вещь быстро высосет из него, будет высасывать из него жизненные силы. Он станет вялым, капризным, даже может просто-навсего болеть. Нельзя держать в доме и рога животных. Он несет в себе тяжелые энергии. Может поспособствовать тому, что кто-то из членов семьи серьезно заболеет, а может и вовсе уйти из жизни. Ювелирные украшения, о которых вы ничего не знаете, могут обладать энергетикой, которая способна принести вам вред. Это касается предметов старины, тех украшений, которые достались вам по наследству, либо тех, которые хотите купить с рук, так как их цена очень вас привлекает. Вы не знаете, кто ранее их носил, с какими эмоциями, проблемами, настроением. Возможно, их прежний хозяин был неудачником, его жизнь проходила или проходит в кредитах, долгах. Его преследуют какие-то серьезные болезни. То есть очень много причин для того, чтобы такое украшение подцепило негатив, который вы потом притянете в свою жизнь в полной мере. Особую опасность представляют и украшения с камнями, потому что они также наделены особой энергетикой. Ювелирные украшения у вас должны быть только с магазина, с камнями, которые вам подходят как минимум по знаку зодиака, которые будут вам служить не только как украшения, но и станут своеобразным оберегом, который будет защищать от бед и неудач. Украшения не новые, у вас могут быть только от самых близких и родных вам людей, судьбу которых вы точно знаете, от тех, кто вас любил, или же это может быть семейные реликвии, которые передаются по наследству. Предметы интерьера, искусства, антикварные вещи, которые вам достались по наследству или бывших хозяев, могут быть наделены как положительными, так и отрицательными энергиями. Хорошо, если положительные, а вот если отрицательные, то их действия вы ощутите на себе сразу. Прикоснувшись к такой вещи, вы будете ощущать дрожь по телу. В таком случае нужно поступить на усмотрение. Если вы этими вещами не дорожите, то избавьтесь от них так, как подскажет ваша интуиция. А если они вам нужны, дороги, то нужно их очистить, не только их физически, но и энергетически. Что-то почистить, что-то постирать, помыть, просушить на свежем воздухе и солнышке, что-то при помощи соли убрать, серебряной воды. Можно окурить и магическими травами, при этом в этот момент проговаривать такие слова:
Эта вещь моему дому не принесет. Я ее очищаю, энергетическую связь с прошлым разрываю. Она теперь моя, не причинит никому вреда. Не стоит держать в доме статуэтки ворон и галок, так как считается, что эти птицы связаны с миром мертвых. Их негативная энергетика может притягивать злые сущности. Не должно быть в вашем доме и статуэток, которые излучают агрессию. Это тигры, это собаки, у которых открыта пасть, которые сидят на задних лапах. Они притягивают в дом энергию злости, агрессивности, ссор, скандалов, недомолвок. Статуэтки рыб могут оказывать на биополе, и оно тоже влияние, они могут стать слабее, проявится флегматизм, вы станете подвержены посылам порчи и зависти. Статуэтка слона, у которого хобот опущен вниз, притянет ваш дом и наполнит его в большом количестве тоской, унынием. Живущих в доме будет преследовать депрессия, а тяжелые мысли будут одолевать, не давая нормально отдохнуть. А также работать. Наоборот, в доме должна быть статуэтка слона с хоботом вверх. Она принесет удачу, благополучие, финансовый достаток, поможет избежать негативных ситуаций, наполнит дом теплом, уютом, а семья в таком доме обязательно будет дружной. Если в доме имеется битая посуда со сколами, с трещинами, то это сильный проводник негативной энергии. Посуда в таком состоянии будет оказывать на вас сплошное негативное влияние. Обречет вас на бедность. Во время ее использования она разрежет, что немаловажно, ваше биополе. Ко всему тому, такая посуда не имеет энергетической целостности, поэтому нарушает и энергетику пищи, делая ее менее ценной для человека. Поэтому, если вы пьете или едите из такой посуды, то этим вы приносите себе непоправимый вред. А также в семье будут возникать постоянные ссоры и скандалы без какого-либо повода. С такой посудой нужно расставаться без сожаления, даже если это была ваша любимая чашка или тарелка. Купите себе что-то новое, красивое, что будет вызывать позитивные эмоции. Поможет вам притянуть в свою жизнь что-то светлое и желаемое. Не тяните за собой негатив в будущее. Научитесь периодически пересматривать свои вещи, одежду, обувь, отделять все то, что вы не носите, не используете, что пришло в ненадлежащий вид. Износилось, вышло из моды, не подходит по размеру и без сожаления, с легкостью со всем этим расставайтесь, считая, что выбрасывая хлам из дома, вы выбрасываете и его из своей жизни. Ведь освободив место от такого, вы освободите его для чего-то нового. Пространство в доме должно быть свободным от всего лишнего. Выбрасывая вещи, вы вместе с ними избавитесь от проблем, плохого самочувствия, плохих мыслей. Энергии будут с легкостью передвигаться по дому. Складируя старые ненужные вещи, так на всякий случай вы этим сами программируете себя на бедность, так как это признак психологической бедности. Вы будете накапливать в себе негатив, не давать возможности приобретать новое. Тем самым оказывать будете негативное влияние на самочувствие и удачу. Оставляя все это в доме, вы этим самым посылаете во Вселенную посыл, что не сможете заработать и купить себе необходимые вещи. Тем самым вы отказываетесь от всего положительного, что могло появиться в вашей жизни. Из-за красивых картинок, воспоминаний многие хранят и старые календари, открытки, не задумываясь о том, какой страшный вред причиняет себе таким, казалось бы, безобидным поступком. Такие вещи – это ваше прошлое, которое уже прожито, и, соответственно, это должно остаться в прошлом. Это мертвые, отжившие энергии, которые остаются в жизни того, кто их накапливает, лишая себя движения вперед. В таком случае человек зависает на одном месте, а никакой удачи не может быть и речи в таком случае. Не совершайте таких поступков и не лишайте себя светлого, счастливого и перспективного будущего. Очень часто можно встретить такое, что в доме хранятся часы, которые давно перестали идти по той или иной причине. Настенные часы продолжают служить украшением интерьера. И здесь это очень большая ошибка, так как такие часы – это сильный источник не живой энергии, ведь время на них застыло, жизнь замерла. Чем это может обернуться для вас, стоит подумать, прежде чем такие вещи сохранять.
Разбитым, треснутым, со сколом зеркалам тоже не место в доме, так как есть такое поверье, что разбитое зеркало искажает положительную энергию, превращая ее в темное. Поэтому, разбив зеркало, от него нужно тотчас же избавляться, не пытаясь смотреться в осколки, соблюдая старинные правила и заговоры. Также через разбитое зеркало с того мира могут проникнуть злые сущности, которые, попав в дом, испортят жизнь всех тех, кто живет в данном доме. Одновременно они будут и разрушать особенную энергетику жилья, наполнять пространство негативом и высасывать жизненные силы людей. Грязный пол – это очень плохо, так как пол привлекает бедность, ухудшает материальное и финансовое благополучие, разрушает денежную энергию. Не стоит забывать о том, что на ногах человека находятся энергетические каналы, через которые он будет отнимать положительные энергии. Пыль – враг вашему здоровью. Он не позволяет и задерживает обновление энергии. От нее нужно избавляться на постоянной основе, хотя бы раз в 2 дня. Протирать места, где она больше всего скапливается. Мусор – это сборник негатива, который не стоит накапливать ни при каких обстоятельствах. Мусорные пакеты нельзя ставить и у входной двери, ни снаружи, ни снутри. Они заблокируют все входы и выходы для светлых энергий. По отношению к нему отнеситесь со всей серьезностью, если не хотите проблем в жизни, на которые придется потратить много сил и времени. Не накапливайте, выбрасывайте, соблюдая все правила. Далее, не держите в доме сломанную технику, телевизоры, мобильные телефоны, гаджеты, компьютеры, так как эти предметы – это своего рода энергетический портал, а негатив имеет свойство проходить через технику, задерживаясь в ней. Если она в рабочем состоянии, когда что-то из такой техники выходит из строя, то всю накопленную негативную энергию они начинают отдавать в окружающее их пространство, взамен высасывая сильные энергии из людей. Отсюда и недосыпание, фобия, раздраженность, апатия, что способно сказаться на любых сферах в жизни, как вашей, так и вашей семье. Поэтому избавляйтесь от такой посуды. Итак, друзья, теперь вы знаете, как вам правильно избавляться от тех или иных вещей, на что вам стоит обратить в самое ближайшее время. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам в жизни. Звучит она следующим образом: «Мои двери открыты для денежных возможностей, и я, ваше полное имя, приветствую их с открытым сердцем. Истина, да будет так». Не ленитесь, пожалуйста, прописывайте эти слова. Вселенная обязательно вам поможет и приумножит это в вашей жизни. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.